Небольшой комментарий, постараюсь побыстрее к тому, что вы мне в комментариях пишете. Видите, это для меня очень важно знать, что вы пишете, чтобы уточнять. Вот один из комментариев, который мне написали, что полицейский вызвал кого-то на беседу, наверное. Ну, вряд ли на допрос, на беседу. И стандартно подсунул ему бумажку, бланк, такой вот, как сказать, типографского типа. На этом бланке написано, что статья 51 и там еще, я вспомню, какая, 46-я, кажется. В общем, ну, статья 51 Конституции РФ разъяснена. А мужчина, соответственно, отказался подписываться под этим, сказал, что ему ничего не разъясняли. Полицейский ему ответил, что ты не имеешь права отказаться от дачи объяснений, даже если тебя 51 статья не была разъяснена. Типа настаивал, чтобы человек давал показания. Значит, всегда вам отвечаю на этот комментарий. Понятная ситуация, да? То есть полицейский не выполнил своих обязанностей, не разъяснил 51 статью. Мы по ней же говорим, да, в основном. И еще настаивал на том, что человек не имеет права отказаться от дачи показаний. Так, вот теперь по пунктам. Первое. Пока при всем том, что в России, конечно, законы практически не действуют, или действуют очень выборочно, или действуют в зависимости от того, к кому вы попадете, кто правоприменителем будет, там, какой полицейский или судья. Но первое. В России действует, должна действовать презумпция невиновности. То есть вы являетесь невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Доказывать свою невиновность вам не надо. Это очень важная вещь. Вы не обязаны, вот прямо не обязаны никому доказывать свою невиновность. Это вам кто-то что-то должен доказывать, но не вы. Теперь дальше возвращаемся к полицейскому. Но этот случай общий, то есть он относится и к сотрудникам прокуратуры, к сотрудникам любых, в общем, следственных органов, будь то и Следственный комитет или ФСБ, кто угодно. Если от вас что-то требует должностное лицо, полицейский это должностное лицо, он свое требование должен подкреплять ссылкой на закон. То есть не может просто вот человек в погонах вам сказать: я тебе говорю, делай вот это. Ну, то есть сказать-то он может, но по закону он обязан действовать в рамках своих обязанностей, не может делать большего. И он должен вам доказывать, что он имеет право у вас это требовать. Понимаете? Он вам должен доказывать, что его требования законны. Еще раз подчеркну. Все, что вам говорит сотрудник полиции или прокуратуры или ФСБ, это должны быть законные требования. И на нем лежит обязанность доказывать вам, что эти требования законны. Как доказывается законность требований? Ну, пример понятный для многих. Требование предоставить водительское удостоверение. Есть, соответственно, правила дорожного движения, там это описано, что есть закон о полиции, вот, с которым я вам рекомендую ознакомиться, найти возможность. Ну, по ДДВ, по идее, должны и так знать, если вы водитель, да и пешеходу неплохо бы их знать, потому что пешеход тоже участник дорожного движения. Так вот, суть в том, что сотрудник
любых правоохранительных органов силовик должен при вас открыть норму закона того или иного, на который он ссылается, и сказать: вот здесь написано, я от вас требую то-то, то-то, то-то. Вот здесь написано, что я имею право от вас это требовать. Именно это то, что я требую. Не просто вот я хочу, и ты мне должен верить, а он в ответ на вашу, подчеркиваю, вежливую просьбу, но настойчивую, он должен вам открыть и показать, откуда он придумал, что вы ему что-то должны. Вы ему должны ровно то, что прописано в законах, ничего больше. И он должен вам что-то доказывать. Если сотрудник полиции начинает на вас, как обычно, давить, кричать, орать, топать ножками, говорит: я тебе ничего не обязан, не надо влазить вот в эти вот перепалки и начинать ему рассказывать о том, что я плачу налоги. Не надо, просто вежливо, но настойчиво и повторяющийся говорите: вы от меня требуете то-то, то-то. Так он говорит: да. Прошу вас мне показать норму закона, подзаконного акта, обязательного для меня, для исполнения, где прописано, что вы можете от меня это требовать, я должен подчиниться этому требованию. То есть, по сути, сотрудник полиции, равно как и любых других правоохранительных органов, должен доказать законность своего требования. Он обязан доказывать. Не вы обязаны доказывать ему, что он не имеет этого права. Не вы обязаны ему доказывать, что он незаконные требования предъявляет. А он должен доказывать законность до тех пор, пока он ее не докажет, это требование незаконно. Потому что презумпция невиновности. Понятно? Вот, отлично. Поэтому подпишитесь сейчас, расшарьте это видео, это комментарий вместе с основным видео по 51 статье Конституции, чтобы, так сказать, у вас было полное понимание ситуации. Я пытаюсь не влезать в другие статьи, которые вас касаются. Они есть в видео, на них ссылки есть в видео, поэтому посмотрите основное видео, напишите комментарий, видите, я на них очень оперативно и развернуто отвечаю. Второе. Что означает разъяснить? Мы общаемся в России на государственном русском языке. Разъяснить в соответствии со словарями толковыми означает, то есть в законе написано разъяснить содержимое 51 статьи Конституции. Прочитать статью 51 не значит разъяснить. Вот запомните, если вам какой-то сотрудник что-то читает из закона, он вам не разъясняет, он прочитал. Но вы не обязаны обладать юридическими знаниями. Вы не обязаны знать, что такое близкие родственники. У вас нет такого обязательства. У вас нет обязательства знать, какие у вас возникают обязанности в зависимости от вашего статуса, там, свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Вы не обязаны это знать. Вы, опять же, вы не должны знать, проходите ли вы свидетелем или, допустим, подозреваемым по уголовному делу, или вам пока вменяют какое-то административное правонарушение. Ну, потому что есть законы, где, в смысле, есть вот нарушения, согласно законодательной базе, где вы вначале нарушаете административный кодекс, а потом кодекс об административных правонарушениях, а потом вы нарушаете уже уголовный кодекс, если несколько раз нарушили по какому-то составу административный кодекс. Понятно, да? То есть вначале административка, потом уголовка. Ну, например, я так понимаю, иноагенты, да? Если они о себе что-то там не говорят, не сообщают, то вначале административка, потом набрал количество баллов, в кавычках, и потом у тебя уголовка. Поэтому под разъяснить понимается то, что сотрудник полиции вам объяснит и сделает для вас ясным, растолкует, то есть все, что выходит за рамки просто прочитать. И ваше право специально или случайно, ну в силу того, что у вас нет юридического образования, говорить сотруднику: спасибо, что вы прочитали статью 51 из Конституции, но мне она непонятна, вы мне не разъяснили, какие у меня права и обязанности есть. Разъясните мне, пожалуйста.
В 99 случаях сотрудник полиции скажет, что я вам разъяснил, я вам прочитал. Ваши действия, как бы я поступил? Хуже всего, что вы можете сделать, это в отделении полиции или где-нибудь там, когда вас на улице остановили, особенно если вы за рулем, при численном превосходстве сотрудников полиции рядом с вами, ну, то есть, как правило, ДПС по двое, да, и ППС по трое, а в отделе так как там одна полиция вокруг вас, худшее, что вы можете сделать, это начинать конфликтовать с полицейским. Ну, вы не победите, их больше. Не надо. Надо делать следующее. Надо быть, во-первых, спокойным, во-вторых, вежливым. Вот. Ну, в конце концов, полицейские, конечно, там есть такой отрицательный отбор, но все равно они в какой-то степени люди. И они хотят побыстрее с вами разобраться, чтобы закрыть этот материал и забыть о нем. Они все равно наемные сотрудники, хотя много среди них идейных, индоктринированных, но что бы я сделал? Вот вам подсовывают бумажку и говорят, допустим, заполнять какой-то протокол или постановление. Там написано «разъяснил». Вы доходите до этого места. Если сотрудник полиции вам не разъяснил добровольно, сам, первый, но заставляет вас заполнять какой-то документ, вы доходите до пункта, где написано, что вам что-то разъяснили, допустим, 51 статью, зачеркиваете этот пункт прямо в тексте, там есть же место для галочки, не надо этого делать. Зачеркиваете этот пункт вот прямо от и до, и прямо под зачеркнутым пишите статью 51 Конституции Российской Федерации мне не разъяснили. Что вы после этого увидите? Вы увидите очень недовольного сотрудника полиции или любой другой силовой структуры, которая начнет на вас орать, кричать, начнет тут же читать вам эту 51 статью. И, ну, как бы он думает, что прочитав это, он вам разъяснил. Но вы ему вежливо скажете, что извините, вот вы меня попросили заполнить этот документ, но вы же, то есть от вас требуют процессуальное действие. Вы даете какие-то показания, объяснения, заявления пишете, ну статью вам там, не знаю, протокол заполняете, постановление, что угодно. Но при этом ваши права и обязанности вам не разъяснили. Ну, окей. Ну, не разъяснить же. То, что он уже начал вам, когда вы зачеркнули все это рассказывать, смысла не имеет. Почему? Потому что вы уже начали заполнять. Правда ведь? Все, поздно, поезд ушел. Переждите, выдохните, дайте возможность полицейскому поорать. Он точно будет орать, нету там таких, которые бы молча схавали то, что я вам предлагаю. Но что происходит дальше? Вы заполняете молча, не скандаля, не вступая в перепалку, ничего ему не доказывая, вы все равно ничего ему не докажете. Вы молча заполняете дальше этот документ, где вы уже все зачеркнули, заполняете так, как вам хочется. Если вы считаете, что вы что-то не должны говорить, вы можете частично написать там: я такой-то, такой-то, живу там-то, там-то, в такое-то время я был там-то, там-то, делал то-то, то-то, сидел на туалете, листал телеграм. Вот. А дальше пишите: пользуясь статьей 51 Конституции Российской Федерации, отказываюсь от дачи показаний. Прямо вот так в середине текста. Что-то написали, что-то не написали. Или, если вам хочется, можете в самом начале написать, вот где заполнили свои личные данные. Личные данные я не вижу смысла скрывать. Все равно они у вас уже знают, раз вы в отделе полиции. Или водительское удостоверение отдали. Ветер на стороне полиции, видите, мешает. Вот. Сотрудники полиции Российской Федерации дуют у меня за спиной. И вот, сейчас, надеюсь, лучше будет слышно. Когда вы зачеркнули статью 51 и написали под ней, что вам не была она разъяснена, спокойно можете хоть каждую графу в этом
в этом документе заполнить словами «Вам отказываетесь давать показания в соответствии со статьей 51». Подписывайтесь. Дальше ставите дату и, главное, время. И отдаете этот бланк полицейскому. Он начинает еще больше истерить. А вы говорите ему: ну так секундочку, вы же мне передали, сказали, вот я написал то, что считаю нужным. У них, как правило, во всех этих помещениях, где они ведут с вами процессуальные действия, есть камеры. То есть на камерах зафиксировано то, что он делает. Рекомендую вам не спорить с ним, ни тем более не спорить на повышенных тонах, потому что полицейский понимает, что вы выиграли, он будет стараться вам 19.3 пришить или какое-нибудь хулиганство или еще что-то. Не спорьте с ним. Скажите, вы от меня попросили дать показания, я их дал в той мере, в которой я понимаю, я должен их давать. То есть так, как я понимаю. Вы же мне не разъяснили? Не разъяснили. Все, вот я дал показания так, как я считаю нужным. Если он скажет, что нет, я же тебя потом прочитал, он говорит, отвечайте ему, что извините, разъясните, прочитать. Это разные вещи. Вы мне прочитали, я не понял, вы мне не разъяснили. Настаивайте на своей точке зрения, говорите, что вы не понимаете то, что вам прочитали, а как вот вы понимаете, так вы и заполнили этот документ в меру своего понимания. Все. И отдавайте ему этот документ. С вас взятки гладкие. Вы ему написали то, что он просил? Написали. Ну, не так, как он просил. Ну, все. Если он считает, что вы не правы в чем-то, у него есть какие-то возможности в рамках законодательства от вас еще потребовать каких-то показаний, но уже оформив ваш вызов в соответствии с повесткой, а это ему нужно будет согласовывать с начальством и так далее, так далее, так далее. Вот, то есть всегда вам советую, во-первых, быть уравновешенным, спокойным, не вестись на провокации. Во-вторых, советую вам все ваши мысли излагать письменно в документах. Хотят от вас показания, а вы не хотите их давать, пишите. Отказываюсь. Документ вы заполнили, да. Содержание в нем есть, которое полицейский бы мог против вас использовать? Нет. Если он будет хоть на секундочку знать, что у него есть законное требование от вас что-то, из вас что-то вытащить и потребовать, то, поверьте мне, он обязательно этим воспользуется. Но в большинстве случаев такого требования у него такой возможности у него нет. Вот. Отдельно говорюсь, если вы подозреваете, что вам хотят какое-то уголовное преступление вменить, то есть у вас может, или даже если вы подозреваете, что вы вообще можете проходить свидетелем по уголовному делу, то есть вам еще и участковый или следователь, или какой-то другой сотрудник полиции не говорит ваш процессуальный статус, но вы подозреваете, что может быть речь об уголовном деле, сделайте следующее. Во-первых, не разговаривайте с сотрудником полиции без адвоката. Никогда и ни в коем случае не разговаривайте в присутствии назначенного адвоката. Это мое личное мнение, глубоко убежден, что все назначенные адвокаты — это агенты, которые действуют в интересах полиции. Это так называемые решальщики, их как угодно можете называть. Те люди, которые будут вас подталкивать к тому, чтобы или дать взятку, или оговорить себя, или явку с повинной. Они все равно будут против вас, по большому счету. Поэтому адвокат по назначению категорически нет. Но если вы чувствуете, что дело пахнет керосином, и что у вас могут быть последствия, вам же полицейский примерно рассказывает, зачем он вас пригласил. Не будет же такой, пришел и пиши. Он вам скажет, о чем писать, зачем писать и так далее. И вы понимаете, что речь идет о, допустим, каком-то, возможно, уголовном деле.
сразу говорите, что первое, вы отказываетесь давать какие бы это ни было показания без адвоката. Адвокат по назначению не подходит, у вас должен быть, и вы скажете полицейскому: я приду со своим адвокатом, давайте мне повестку, давайте я распишусь о том, что вы мне дали повестку, и, соответственно, я приду с адвокатом. Ну, а дальше правозащитные организации, знакомые, рекомендации, да, где угодно. Но это должен быть человек, который от вас получает деньги, который подписал с вами соответствующий договор, вы ему выдали ордер. Ну, в общем, человек, который на вашей стороне. Даже если вы его не знаете заранее, но он на вашей стороне, у него есть репутация, это самое важное, что есть у адвокатов, то приходите лучше с адвокатом. Но если вы чувствуете, что это по уголовному делу. Если, то есть, если следователь там ведет себя как победитель, то лучше прийти с адвокатом. Если же вы понимаете, что речь идет о каком-то бытовом споре гражданско-правового характера или административка, просто отказывайтесь, например, если вы считаете. И еще одно последнее замечание. Пожалуйста, сейчас подпишитесь на меня, напишите свой комментарий, с чем вы согласны или не согласны. Я очень-очень люблю ваши комментарии. Это для меня критически важно понимать, на что вы обращаете внимание в моих рассказах, на что не обращаете внимания, что вам заходит, что не заходит. И видите, я стараюсь под вас подстраиваться и делать тот контент, который вам интересен. Поэтому комментарии для меня критически важны. Последнее заключительное замечание. Если вы считаете, что у вас, так сказать, тонкий лед, подвешенная такая непонятная ситуация, то я всегда рекомендую перебздеть, то есть перестраховаться. Сотрудник полиции, любой силовик более опытен, более сведущ в законах, чем вы, за малым исключением. И вы можете случайно наговорить с 3 короба и дать следователю, когда у него только были догадки, только были какие-то предположения, вы можете дать ему направление для поиска информации, вы можете ему дать уже в своих показаниях какие-то данные, или, допустим, вы вдруг вы упомянули кого-то в ваших показаниях, и потом этот кто-то вас оговорит, подастся на давление следователя или кого-то из ваших некровных родственников. Допустим, гражданская жена не считается близким родственником, у вас нет официально заключенного брака. Вот, то есть каждое слово будет использовано против вас. Вот уверяю вас, каждое слово будет использовано против вас. Поэтому лучше перебздеть, лучше не сказать. Если следователь, допустим, вам доказывает и говорит: ты обязан, и он действительно вам доказал, что вы обязаны дать показания. Например, вы проходите следователем по какому-нибудь уголовному делу, возбужденному против какого-то вашего коллеги по работе. Не близкий родственник, значит, вы обязаны. Вот, допустим, речь идет о мошенничестве. В этом случае я всегда рекомендую, если речь заходит об уголовном деле, первое, что вы говорите: я имею право на адвоката. Все. Кстати, вы имеете право на юридического представителя и по неуголовным делам. И об этом тоже можете заявлять, что вы хотите, чтобы у вас был свой представитель юридический по неуголовным делам, допустим, по административным правонарушениям, но по уголовному делу четко и твердо, уверенной рукой заявляете, что вам нужен адвокат, у вас такой адвокат есть, поэтому сейчас он, конечно, не может прийти, потому что вы только узнали, что это будет процессуальное действие, не знаю какое, но по уголовному делу, и поэтому я хочу адвоката. Все, он у меня есть,
давайте повестку, я приду с адвокатом. Дальше экстренно начинаете искать адвоката. Помните, что адвокатура в России дело не дешевое. Вот. И адвокаты хорошие, которые вас не подведут, они стоят хороших денег. И самое главное, что они, как правило, все заняты и расписаны. Поэтому надейтесь на то, что вам дадут повестку не на завтрашний день. И из-за того, что я вам сказал, я искал адвокатов по своему делу о поджоге. И это был отдельный квест, о котором я потом расскажу, потому что дело еще все еще расследуется. Я вам советую заранее найти адвоката. Если вы занимаетесь какой-то правозащитной деятельностью, или журналист, или еще кто-то, даже эколог, найдите заранее адвоката, чтобы в случае чего вы могли к нему обратиться и, как минимум, не искать, не тратить время на поиски, а знать, что вот этот человек, вы ему доверяете, у него есть репутация, он о вас знает, и он может приехать и поучаствовать в уголовном деле как ваш адвокат. Вот. Понимаете, да? Поэтому заставить вас давать показания без адвоката следователь не может, если не выйдет за рамки закона. И, соответственно, это ваше поведение. Всегда лучше, чтобы с вами был кто-то. По любому вопросу, будь то административка или уголовка, всегда лучше, чтобы с вами был кто-то. И, во-первых, вы себя будете увереннее чувствовать, и следователь будет менее уверенный, потому что, черт его знает, кто этот человек, и что он умеет, помимо вот этого свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, кого-то еще. Понятно, да? Все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, я вам это пояснил. В общем, я согласен с мыслью, что Конституция в России действует все меньше и меньше, но это закон прямого действия. Он не требует никаких дополнительных трактований кем-то. То есть, если написано что-то в Конституции, вот это оно действует так, как оно написано. Если иное не оговорено. То есть, если в Конституции в 51 статье написано, что что-то там еще есть в подзаконных, в законах дополнительно. Но что есть в этих дополнительных законах, вам должен сотрудник полиции показать. Понимаете, да? Вот. А так все, что написано в Конституции, она действует так, как есть. Да, так должно быть. На самом деле, вы сами знаете. Вот в Конституции написано, цензуры нет. Прямо, четко, ясно, твердо. Но мы с вами знаем, что на самом деле цензура есть. Поэтому сильно не обольщайтесь, но хотя бы те минимальные права, которые у вас пока еще есть в России, пользуйтесь ими, пока их не отобрали. Как отобрали, допустим, право на гарантированно 31 статьей Конституции. Де-факто его отобрали. Под маркой этих ковидных ограничений, чего угодно. То же самое по поводу цензуры. И да, через какое-то время я верю, что и 51-ю статью они так обвяжут всякими дополнительными ограничениями, что у вас практически не останется шансов промолчать. Но пока эти шансы есть, пользуйтесь ими. И делайте выводы, куда идет страна, у которой по кускам выбивают статьи Конституции из правового поля.